Друзья, посмотрите, как красиво за окном. Я снимаю на обычный телефон, но надеюсь, что вам видна вся эта красота. Здравствуйте, друзья! Сейчас январь, на улице очень холодно, минус 11 градусов, но очень красиво. И я хочу показать вам, что сейчас происходит на улице, какая природа зимой в январе в Беларуси. Выхожу на улицу. Сегодня солнечная погода, ясно. Смотрите, сколько инея на ветке. Какое красивое дерево. Все в снегу. Здесь целая аллея из таких маленьких деревьев. Какие красивые кустики. И маленькая елочка. А здесь много маленьких елочек. Сейчас мы в лесу, который находится на окраине города Минска. Район называется Уручье. Посмотрите, сколько здесь много красивых деревьев. Это сосны, и они все в снегу. А это кормушка для птиц. Зимняя дорога. Смотрите, какая красота. В Беларуси очень красивая природа. Жаль только, что так холодно. В феврале очень холодно, ветрено и влажно. Иногда температура опускается до минус 10 и даже минус 14 градусов. Хотя бывает и минус 20. На улице настолько холодно, что людей очень мало. Сегодня ветрено, пасмурно, очень холодно. Я думаю, вы даже можете слышать, как гудит ветер за окном. Сейчас февраль, идет снег, мороз, на улице очень холодно. И я расскажу вам, как выжить в феврале, зимой, в мороз в Восточной Европе. Проведу для вас инструктаж по самосохранению. Конечно, вам понадобится теплая одежда. Ни в коем случае не выходите на улицу без шапки, варежек или перчаток. На ноги надевайте теплые сапоги, лучше на натуральном меху. Когда температура достигает минус 5 градусов Цельсия и ниже, лучше надевать зимние теплые сапоги, а также пуховик, это куртка на гусином пуху, или шуба, дубленка, у кого что есть. Обязательно надевайте колготки, теплые штаны, майку, рубашку или водолазку, теплый свитер. Лучше шерстяной. Лучше, если у вас есть шарф. Он защитит ваше горло, и вы не заболеете.
Если вы оказались на улице и вам приходится подолгу ждать транспорта, никогда не стойте на одном месте. Двигайтесь, ходите туда-сюда, прыгайте. Зайдите в киоск, где продают газеты, журналы. Там можно купить кофе или чай, погреться. Также можно подождать автобус у входа в переход в метро. И, конечно, в это время года лучший вид транспорта для передвижения – это метро, где всегда тепло. Предупреждение для девушек. Если вы собираетесь носить зимой платье или юбку, надевайте под них теплые леггинсы. Ни в коем случае не надевайте тонкие колготки. Хорошо, если ваша куртка будет длиной до колена и еще длиннее. Отлично, если у нее есть капюшон. Он защитит вас от холодного ветра. Надеюсь, эта информация была для вас полезная. Наступила весна. И сегодня я хочу вам рассказать о весне в Беларуси и в близлежащих странах. Части России, так как Россия огромная, Украины, Польши, Литвы, Латвии. По календарю весна у нас март, апрель, май. Но в Беларуси в марте еще довольно холодно, лежит снег, дует холодный ветер, и в марте погода практически такая же, как в феврале. Можно сказать, что весна в Беларуси начинается с апреля. Я обожаю апрель, я сама родилась в апреле. В апреле становится тепло, от 15 до 25 градусов. Дни становятся длиннее, снег растаял, бегут ручьи, поют птички, светит солнце, распускаются листочки на деревьях, трава появляется, первые цветочки. В общем, красота. Если вы планируете приехать в Восточную Европу, то, конечно, лучше приезжать весной, начиная с апреля и заканчивая октябрем, когда еще довольно-таки тепло и более-менее красиво. В мае в Беларуси бывает часто холодно, начинаются дожди, но иногда бывают очень теплые, по-настоящему летние вечера. Но, конечно, к сожалению, такое бывает редко. Весна очень красивая пора года. Как я уже сказала, все зелененькое, красивое. Поэтому приезжайте в Беларусь, вам здесь понравится. Пришла весна, поэтому появляется трава, распускаются почки на деревьях, вырастают цветы. И в этом видео я хочу показать вам, какая природа в апреле в Беларуси, а также город Минск в апреле. Надеюсь, вам будет интересно. Это лес, который находится на окраине Минска, в Уручье. Недалеко от моей работы. Погода в апреле очень часто меняется. Что я больше всего ненавижу в Беларуси? Это погоду, которая меняется почти каждый день. Плюс-минус 10 градусов. Например, вчера было плюс 25, сегодня уже плюс 15. Это реально напрягает. Наконец-то пришла настоящая весна. Смотрите, какие красивые кусты. Зеленая трава. Цветочки. Все-таки весна – самая красивая пора года. Наконец-то стало тепло. Май в Беларуси. Пожалуй, май – самый красивый месяц в году. Наконец-то стало тепло. Плюс 20-25 градусов. Правда, иногда идут дожди, и тогда становится прохладно. На улице солнечно. Все зеленое, цветущее. Много цветов, красивых цветущих кустарников.
таких как сирень, жасмин, вейгела. Но сейчас вы сами все увидите. Май – последний месяц весны, месяц цветов и любви. Самый зеленый месяц в году. С раннего утра и до позднего вечера не смолкают в лесу и парках птичьи голоса. Появляется много цветов, гудят пчелы, собирают мед. Все вокруг покрывается травой, цветами. Весной красиво даже в крупных городах. Люди любят проводить свободное время на улице, чтобы насладиться теплом и солнцем. Все радуются приходу весны. В мае люди в Восточной Европе отмечают два праздника. 1 мая – День труда и 9 мая – День Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Лиственные деревья надевают пышный зеленый наряд. Цветут липы, каштаны, сосны, ивы. Лопнули почки у берез и рябин, и на их месте показались небольшие светло-зеленые блестящие листочки. Зацвела черемуха. Распускаются цветы сирени, светло- и темно-фиолетовой, белой. Яблоня цветет. В последние дни мая зацветает шиповник. Ландыш. В мае все пробуждается к жизни. И цветы, и трава, и деревья, и насекомые, и животные. Естественно, с обновлением природы в мае что-то обновляется в самих людях, становится радостно на душе, и люди улыбаются весне и теплому дню. Природа примеряет свои яркие летние наряды, не жалея красок. Май – самый нарядный и звонкий месяц года. А в вашем городе май такой же прекрасный? Сегодня мы поговорим про июнь в Беларуси, о погоде в июне. Погода в июне очень изменчивая. Утром может быть прохладно, плюс 18 градусов, а днем жарко, плюс 30 градусов. Из-за того, что часто не знаешь, какую одежду надевать, вы можете увидеть на улице одного человека в брюках и куртке, а другого в майке и шортах. Часто это выглядит забавно. В июне в Беларуси много солнечных дней. Люди проводят много времени на улице. В июне все зеленое. Отцветают кусты, цветут лилии, розы, клематисы и другие цветы. Если идут дожди, то становится прохладно и приходится утепляться, надевать закрытую обувь, брюки, кофту или рубашку с длинным рукавом, а то и куртку. Бывает ветрено. В такие дни лучше закутаться в шаль или тонкий легкий шарфик. Если погода сухая, то будет тепло, а то и жарко. Тогда можно смело надевать шорты или юбку, платье, открытые туфли или босоножки, майку или рубашку с коротким рукавом. К сожалению,
лето в Восточной Европе очень короткое и прохладное, поэтому девушки каждый день наряжаются как на праздник, и иногда днем их можно увидеть в вечернем платье. В Беларусь пришел июль. Лето – отличное время для путешествий. На улице прекрасная погода, а вдалеке вы видите Белорусскую национальную библиотеку. На улице людей немного, потому что сегодня выходной. Сегодня теплый солнечный день. Слева дом, прямо дом, справа дом. Как скучно, надо выйти на улицу. Зимой я думала, что когда придет лето и станет тепло, я буду каждый день в перерыве на обед гулять в этом лесу, который находится напротив моего офиса. Но это оказалось не так. Зимой кусты и деревья были такие красивые, все в инее или снегу, а летом все кругом зеленое. Ну, или почти все. В общем, скучно. Правда, есть еще в августе и цветы, и цветущие кусты, например, шиповник. Вот и закончились жаркие летние дни, и наступила осень. Ну что, друзья, наступил сентябрь. В конце августа и в сентябре в Беларуси становится прохладно. Днем еще довольно тепло, даже жарко, но по утрам часов до 9 и по вечерам после 7 вечера уже очень прохладно. Можно даже надевать куртку. Правда, есть одна хорошая новость. В сентябре очень часто бывает бабье лето. Что такое бабье лето? Это последние теплые, но осенние дни, когда мы все еще можем насладиться солнцем и теплом. Помните, друзья, как в августе я жаловалась вам, что все вокруг зеленое, и это скучно и неинтересно? Так вот, в сентябре в Беларуси появилось много цветов. В мае было очень красиво благодаря цветущим кустарникам, а сейчас кругом цветы, и это так красиво. Когда становится прохладно на улице, я могу пить чай целый день, и черный, и зеленый, и травяной. На голубом и чистом небе еще почти нет туч. Только ветер стал более холодным и резким, напоминая о том, что уже наступил сентябрь. Листики пожухли и начали желтеть. Среди яркой зелени уже заметны первые предвестники осени. Желтые и красные листья,
Скоро они опадут с деревьев и покроют с собой землю. Еще не начался сезон затяжных ливней, однако часто бывают пасмурные дни. Иногда льет дождь, но лужи быстро высыхают под последними ласковыми лучами солнца. В воздухе стоит особенный осенний аромат, запах травы после дождя, нагретой за лето земли и спелых яблок. Ягоды разных размеров тихонько покачиваются, привлекая внимание птиц и маленьких зверьков, которые делают запасы на зиму. Осень, можно сказать, только начинается. Еще тепло, почти как летом. Деревья уже начали желтеть, но не все. Особенно хорошо это видно в лесу или в парке. Одно дерево стоит зеленое, даже и не думает окрашиваться в осенний цвет, а другое уже желтое-желтое и начинает сбрасывать листья. Осенью люди собирают урожай: яблоки, груши, сливы, виноград, тыквы, баклажаны, картофель. По утрам становится холоднее. Друзья, а вы любите осень? Это видео я снимала для вас весь октябрь. А теперь подробнее. Я не люблю осень, потому что осенью часто идут дожди. А мне не нравится дождливая погода. Я не люблю, когда постоянно идет дождь. Обычно осенью прохладно, листья падают с деревьев, многие птицы готовятся улетать в теплые страны. Осенью намного меньше солнечных дней, чем летом, но на улице очень красиво. Раньше лес был зеленым, но пришла осень и изменила зеленый на множество цветов и оттенков. Каждая порода дерева окрасилась в свой цвет. Некоторые деревья становятся лимонно-желтыми, а некоторые оранжевыми. Есть такие, которые окрашиваются в густой темно-желтый цвет. Он называется охра. Попадаются и оттенки красного: багровый, малиновый, темно-красный. Коричневый всех тонов также присутствует в палитре осени художника. Есть и такой оттенок, который называется золотистым. Только вечно зеленые деревья остаются такими, как и были. Осень окрашивает не только листья на деревьях, но и плоды. Цвет осени – это цвет спелых яблок. А яблоки тоже могут быть разными, от зеленого до красного. Темно-синие и нежно-зеленые сливы, спелый фиолетовый виноград, ярко-оранжевые тыквы – это тоже краски осени. В лесу полно грибов, орехов, ягод. А еще осень окрашивает небо.
ранней осенью оно часто бывает яркого лазурного цвета, по нему плывут белые легкие облака. Постепенно синий смешивается с серым, и облака становятся тяжелыми, темными, превращаются в темно-серые тучи. Все чаще льет серый бесконечный дождь. Яркие радостные краски сменяются на мрачные, скучные. Теперь без зонтика и вязаного теплого шарфа не выйдешь на улицу. Осенний дождь стучит по лужам, и ветер его усиливает. Иногда он будто затихает на время, но потом начинается вновь. Воздух влажный от дождя, и не спеша идешь домой, чтобы окончательно не промокнуть. Вечер теперь наступает совсем рано. Хочется сидеть у окна с большой кружкой горячего чая, смотреть, как сгущаются сумерки, и слушать мерный шум холодного осеннего дождя. В октябре наступает золотая осень. Она так называется потому, что все деревья перед тем, как сбросить все свои листья, хотят напоследок помодничать в золотых одеждах, состоящих из быстро желтеющих листочков. Весь лес осенью словно горит золотом, бронзой, багрянцем. Месяц октябрь разный, красивый и унылый, теплый и прохладный, сухой и грязный, но он сообщает нам о приближении холодов. Мое любимое стихотворение про осень. Автор мне неизвестен. Опустел скворечник, улетели птицы, листьям на деревьях тоже не сидится. Целый день сегодня все летят, летят. Видно, тоже в Африку улететь хотят. Не подумайте, что в конце октября не осталось ни одного листочка на деревьях. Их еще очень много. Я расскажу вам про ноябрь в Беларуси. Мало кто любит погоду в конце осени. Александр Пушкин так и писал: «Дни поздней осени бранят обыкновенно». То есть обычно люди совершенно не рады погоде в конце осени. Они вполне справедливо ругают конец осени за плохую погоду, бесконечный дождь и грязь. Человек в такое время кажется себе очень одиноким. Но ведь и в такой погоде можно найти что-то приятное. Например, очень хорошо в такую погоду почитать книжку или смотреть в окно на дождь и мечтать. Под дождь отлично думается и мечтается. Поздней осенью тоже бывают теплые дни. Вдруг прекращается дождь и немного теплеет. Над землей клубится туман. Дышится легко. До первого мороза и снегопада еще несколько дней. Можно пройтись без шапки и насладиться последними теплыми днями.
а потом все скует мороз. Тонким льдом, прозрачным, как стекло, покроются лужицы. Зима близко-близко, но осень все еще считается хозяйкой. А люди уже приготовили и теплые шапки, и пуховик, и вязаный теплый шарф, и теплые сапоги, и перчатки, которые нужно будет надеть, когда станет совсем холодно. Оглянешься в сторону задумчивого леса и поймешь, уже совсем скоро наступит белая снежная зима. В такие дни совсем не хочется выходить на улицу, а тем более идти гулять в лес или в парк. Земля сырая, всюду слякоть, без резиновых сапог не обойдешься, а в резиновых сапогах холодно. Ветер поднимается такой, что может сломать зонтик. Он выворачивает его наизнанку. Ноябрь, февраль и март – самые противные месяцы в году, потому что постоянно холодно, влажно и ветрено. Поздней осенью мы все ждем снега, зимы, а кто-то уже задумывается, как провести Новый год. Ожидание – это еще одно настроение поздней осени, и оно совсем не грустное, ведь так сильно можно ждать только чего-то очень хорошего. И в этом видео я расскажу вам о декабре в Беларуси. Погода в декабре преимущественно холодная и пасмурная. Декабрь может быть снежным, а может быть и без снега. Температура может быть плюсовая, а также может быть и морозно. Каждый год по-разному. И ты никогда не угадаешь, какая температура, какая погода будет именно в этом декабре. Если вы хотите знать о погоде в декабре, то я вам скажу, что максимальная температура воздуха днем в декабре плюс 9 градусов Цельсия. Средняя температура днем минус 1,5 градуса. Ночью минус 17 градусов Цельсия. Плохо, если после того, как выпал снег, вдруг становится тепло, потому что снег тает и превращается, как у нас говорят, в кашу. Если после оттепели начинается мороз, то дороги становятся скользкими. Их у нас посыпают не песком, как раньше, а специальной солью, которая разъедает не только снег, но и нашу обувь. Люди в декабре очень ждут снег. Так повелось, что когда лежит снег, на улице гораздо светлее, не так ветрено, да и природа очень красивая. Кажется, что ты очутился в сказке. Чем можно заняться зимой в Беларуси? Можно сходить в кинотеатр или театр, в кафе, ресторан или бар,
А также у нас есть несколько горнолыжных центров. Самые ближайшие к Минску и самые известные – это Силичи, Логойск, Раубичи. Если честно, то в декабре я забываю о красоте и выгляжу как медведь, который выглядывает из берлоги.